Рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Раиса Демидова. Я главный мастер и основатель студии ручного авторского кружева Delays. Мастер-класс «Толстушка» – это уроки по вязанию крючком из толстой пряжи в технике стилизованное под ирландское кружево. Этот мастер-класс отлично подойдет для любого уровня владения крючком. Берете вы крючок в руки в первый раз или вы уже опытная вязальщица, у вас получится. Сегодня предлагаем познакомиться с бесплатным уроком из вводной части нашего мастер-класса. Если вам понравится видео, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые бесплатные уроки. Также будем рады вашему лайку и комментарию. Подробную программу всего мастер-класса вы найдете в описании под видео. Приятного творчества! Предлагаю связать вот такие листики, как левый, так и правый. Данные листики являются абсолютно симметричными, что позволяет их использовать в композиции. Нам будет удобно составлять. Итак, приступим. Ссылку на схему и PDF к данному мотиву вы можете найти в описании под этим видео. Итак, приступим. Берем рабочую нить, крючок, делаем одну установочную петлю и набираем 25 воздушных петель. Набрали цепочку из 25 воздушных петель. И сейчас во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. В следующую петлю тоже столбик без накида. 2 столбика без накидов провязали. Далее провязываем в каждую петлю по одному полустолбику. 1, 3, 2, 3. 3 полустолбика провязали. И далее в каждую петлю провязываем по одному столбику с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Итого мы провязали 18 столбиков с одним накидом. У нас осталась одна петля на крючке, и в эту петлю мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тем самым мы кончик вот этот наш листика закруглили. Далее хвостик рабочей вот нити укладываем вдоль по полотну вязания и в каждую петлю провязываем по одному столбику с накидом 18 раз. 1, 2, 3,
Вот эту нить подтягиваем. Так, проверяем, сколько мы провязали. Это у нас 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще одну петлю. 18 столбиков с одним накидом. Далее 3 полустолбика. Раз, два, три полустолбика и 2 столбика без накидов. Раз, два. Соединительной петлей присоединяемся, вот так прицепляемся к первой петле. Провязали. Вот так у нас получился острый кончик. Вот наш листик. Далее по кругу обвязываем наш листик крачим шагом. Делаем одну воздушную петлю подъема. В первую петлю от крючка справа вводим головку крючка. Вытягиваем рабочую нить, подхватывая ее слева направо, сверху вниз. Вытягиваем 2 петли на крючке, подтягиваем и провязываем их вместе. Так мы провязали один столбик крачим шагом. Далее вводим, подхватываем, вытягиваем, провязываем. Еще раз. Правую петлю от крючка, вводим головку крючка. Обхватываем рабочую нить слева направо, сверху вниз. И вытягиваем ее. 2 петли на крючке. Подтянули петли и провязали это вместе. И так далее. В каждую петлю по кругу до конца ряда провязываем ряд крачим шагом. В каждую петлю. Не торопимся, делаем все петли с одним натяжением, чтобы наш мотив хорошо смотрелся. И петли не прыгали, не скакали. Последняя петля. В первую петлю вводим с изнаночной стороны крючок. И вот эту нашу петлю вытягиваем наизнанку. И провязываем одну воздушную петлю. Таким образом, ряд рачьего шага мы вот так закруглили, аккуратно сделали. Вот такой у нас на данный момент получается лист. Если вы хотите, вы можете обрезать нить и спрятать, и вот такой мотив применять как самостоятельный мотив. Но я предлагаю далее его обвязать блок столбиками. Итак, в соседнюю петлю подхватываем нить. Смотрите, вводим крючок с изнанки, обхватываем тело столбика, через лицо опять выводим наизнанку. Вот так мы подхватили, провязали одну соединительную петлю,
Далее вот также соседний столбик обвиваем, провязали один столбик без накида, сделали накид на крючок и провязали один полустолбик. Далее будем вязать блок столбики. Накид на крючок, обвиваем, столбик с накидом, накид на крючок. И вот этот вот столбик с накидом мы делаем обвивы, навивы на него. Вот так, раз, подхватили нить, 2, 3, 4, 5, 6. На самом деле количество вот этих навивов может быть у каждого по-разному. Все зависит от толщины пряжи. У меня как бы 6 достаточно хорошо смотрится. Далее в соседнюю столбик также обвиваем. И потом все петли на крючке провязываем вместе. Таким образом наш блок-столбик мы с двух сторон зафиксировали. Провязываем его вместе. Накид на крючок. Провязываем столбик с одним накидом. Накид на крючок. Делаем 6 навивов. Вот делаем столько же навивов, сколько мы провязали в первом столбике. Значит, во всех остальных мы дальше будем делать абсолютно одинаково. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. В соседнюю петлю крепимся, вытягиваем нить, провязываем все вместе, еще раз провязываем накид и так далее. Вяжем блок столбики. Навивы. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. В соседнюю петлю крепимся, вытягиваем нить, провязываем все нити. Далее столбик с накидом, 6 навивов. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Крепимся, провязываем. Далее два, 3, 4, 5, 6. Крепимся за соседний столбик. И далее. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Крепимся за соседний столик, вытягиваем рабочую нить. Провязываем все петли на крючке, провязываем вместе еще один. Провязали. Таким образом у нас уже провязано 8 блок столбиков. Сейчас накид на крючок и в соседнюю петлю провязываем столбик с одним накидом. Далее вдоль блок столбиков вниз опускаемся рачьим шагом. Одна воздушная петля, между столбиком и блок столбиком вводим крючок, провязываем столбик рачьим шагом. Далее в самую вершину блок столбика провязываем столбик рачьим шагом. Между столбиками провязываем столбик рачьего шага. И так далее. Провязываем вершину и между.
в вершину и между, в вершину и между до конца ряда. Вершину и между. И далее здесь каждую петлю. Раз, два. Вот так складываем кончик. Смотрите, вот так подхватываем и вот так подхватываем. И провязываем, протягиваем петлю. Протянули петлю. И воздушная петля вместе. Это мы сделали для того, чтобы наш кончик был более острый, более изящный. Обрезаем рабочую нить и прячем хвостик. Таким образом у нас получился правый листик. Приятного вам творчества!